Ну что, Nokia пошла в ТВ-бокс со строения и выпустила свой Nokia Streambox 8000. И многие считают, что она разорвет рынок или порвет рынок. Да, в общем-то, по-разному считают. Мы считаем, что они порвали себе немножко другое место, но об этом все на нашем канале в сегодняшнем обзоре. Поехали. Вообще, на самом деле, я тоже считал, что за его цену, а стоит он немало, он стоит 100 евро в Европе, плюс 12 евро мне стоила доставка. Я его заказывал из Австрии к себе домой в Германию, и когда я получил, на первый взгляд, это шикарнейший ТВ-бокс с отличным качеством сборки, с достаточно интересными интерфейсами. Здесь, в принципе, что у нас? У нас есть USB 3, у нас есть Type-C, у нас есть SPDIF, аудио-видео, HDMI, у нас есть LAN RJ45 и разъем питания. И вот смотрю, ведь хороший бокс, да, нормально, добротно сделанный, хорошие материалы. Пульт — это вообще произведение искусства. Сейчас многие из вас скажут, ну ты обозревал там Magic CC500, там был большой пульт, ты его обосрал. Да нет, ребят, там был намного больше, там был на всю мою лучевую кость, здесь он меньше, и материалы, я вам скажу, это премиальные материалы. Пульт получился реально премиальный. Первое, он Bluetooth. Второе, удобно оперировать. Третье, он, знаете, такой имеет приятный тяжелый вес. Четвертое, здесь, хотя и клацающие кнопки, но очень-очень мягкие. И это действительно классный пульт. Здесь есть даже цветные кнопки для мега-супер-плеера, которые обычно там мне ставят пример. Ну да ладно. На борту у нас iMlogic S905X3, Android 10, 2 на 8, 2 гигабайта оперативной памяти, 8 гигабайт хранилища, что в принципе стандартное для Android TV боксов сертифицированных. И да, сертифицированный Android TV плюс сертификат Netflix. Здесь есть Widevine L1, PlayReady DRM. Короче, здесь вот это стриминговый бокс, в котором все отлично работает. Но мы начали его тестировать и столкнулись с огромным количеством неприятностей, которые, в принципе, у нас вылезли. Давайте сразу из плюсов. Из плюсов Wi-Fi шикарен. Скорость быстродействия самого Nokia, этого стримбокса 8000, шикарно. Он единственный бокс в моей практике, который в 3D Mark набрал максимальное количество баллов. То есть именно в iStorm Unlimited он набрал максимум. И никакой бокс на 905X3 этого еще не делал. У него качественно, плавно работает прошивка. Все вот вроде нормально работает. Хороший Wi-Fi. Но вот давайте теперь по минусам. Казавшийся плюс в лицензии Dolby Audio превратился в вполне стандартное фиаско в плане того, что здесь не работает DTS, здесь нет Dolby True HD, здесь нет, допустим, Dolby Atmos, здесь есть вот просто Dolby Audio, которая постоянно выдает Dolby Digital Plus. То есть у вас все по стоянке Dolby Digital Plus, иногда вызывает шумы в каких-то каналах при воспроизведении не того формата звука, ну и в DTS дорогах вы ничего не посмотрите. Это относится к торрентам, то есть вам в любом случае нужно будет выбирать либо Dolby Audio, либо вообще смотреть его в PCM формате, в PCM, чтобы, просто обыкновенное стерео. Vimeo Media Player последней версии у нас постоянно выбрасывал, поэтому нам пришлось проигрывать все в коде. Плюс у нас нет здесь автофреймрейта ни в каком виде и не предвидится, и все постоянно работает в HDR. То есть вы включили, и у вас весь интерфейс в HDR. Я, честно говоря, немножечко расстроился. Почему? Потому что даже настроек HDR to SDR и SDR to HDR нет. Их просто выпилили. Когда я их нашел через Activity Launcher, через специальную программу скрыты эти возможности, я попытался отключить, и это тоже, откровенно говоря, не работает. То есть данный бокс, знаете, он пилился под одну какую-то вещь, под один какой-то сервис. То есть здесь есть сертификация Netflix, он показывает нам HDR с 5.1 звуком, и это, по-моему, все, на что он способен. Хотя он проигрывает нормально все остальные сервисы, у него работает YouTube, отлично, 4К, 60 FPS в HDR, у него работает хорошо торренты, в том плане, что вы включаете торрент, но теперь у нас все получается, конвертируется из SDR в HDR. Если у вас не HDR телевизор, то это еще более-менее как-то выглядит, но если у вас HDR телек, например, такой, как у меня LG, у которого там пиковая яркость 900 с чем-то нит, да, кандел на метр, то там просто выжигает глаза, просто это смотреть невозможно. В целом, мы сейчас с вами перейдем, будем тестировать, но еще одна неприятность, которая меня ожидала, она вообще меня выбила из колеи. Почему? Потому что пультом оперировать очень удобно. Пульт удобный, бесспорно. Меня очень сильно добило то, что сюда не подключаются сторонние пульты, к слову, совсем.
То есть вообще не подключаются. Никакие не аэромыши. Мы пробовали G7 BLS подключать с Bluetooth. Это уже когда мы поняли, что донглы у нас не работают, мы поняли, что они не работают. То есть здесь выпилили все KL-файлы сторонних пультов. Все. Мы вот на этом вообще очень сильно попали. Нам пришлось подключать сторонний геймпад, при этом самую дешевую IPEG, не помню, по-моему, 9128 какая-то вообще древнючая. И только тогда мы смогли работать, оперировать на IPEG мышью. По-другому абсолютно никак. То есть дальше. Мы попытались поиграть, потому что бокс мощный. И вы знаете, с чем мы столкнулись? Что IPEG, которая вроде бы управляет интерфейсом, как это должно быть на Android TV играх, в Shadowguns Legends не заработала. Да, в принципе, вообще в играх не заработала. Мы попытались подключить такие именитые бренды, как Apex. Да, там вот у нас геймпад Apex, плюс у нас GameSear G4 Pro лежал. И все, он просто к ним даже не подключался. Он подключился в определенном каком-то режиме, отдельном для айфона, кстати, и все равно не заработал. То есть я подозреваю, что здесь, скорее всего, будет выпущен отдельный геймпад, они будут развивать эту экосистему Nokia, совместимую только со своими ТВ-боксами, со своими геймпадами. И что меня наводит на эту мысль? Вернее, что наводит на эту мысль? Потому что здесь есть USB Type-C, который тоже, откровенно говоря, не дал мне подключить ни SSD, ни сторонний пульт, ничего подобного. То есть я даже не смог включить расширитель, вот этот вот хаб на Type-C на USB от Baseus или Basis, как меня просят называть. Ну и плюс уже последнее, что меня просто добило вот так вот молоточком по башке, это LAN RJ45 на 100 мегабит. То есть вы делаете стримбокс со 100 мегабитным LAN, но при этом здесь даже Wi-Fi 2.4 круче, чем этот 100 мегабитный LAN. Знаете, такое впечатление, что вы сделали ну просто так для вида. Вот серьезно вам говорю. Что ж, ребят, переходим. Ссылочка в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, переходим уже на тесты. Больше мне после тестов рассказать нечего. Единственное, дождитесь резюме, чтобы понять, стоит его вообще рассматривать или нет. Традиционный интерфейс Android TV. Все вроде бы красиво и очень хорошо работает. Это очень быстро работает. То есть наш пульт связан, это все шикарно. Это все очень-очень тактильно, приятно и плавный интерфейс. Давайте, поехали по меню настроек. Он подключился к 5 ГГц сети. Вопроса у нас не возникло ни с аккаунтом, ни к подключению к современным роутерам. Ничего такого. Вот когда мы столкнулись с пультами и аксессуарами, у нас началась истерика. Потому что мы пытались подключить наш пульт Bluetooth. Ну, давайте я сейчас вот Bluetooth пульт G7 BLE с указателем мыши. Давайте сейчас идет поиск устройств. Ну, давай, включайся. То есть он у нас напрочь отказался, вот он появился, он у нас напрочь отказывается подключаться. И тут вы меня спросите, а зачем ты подключаешь Bluetooth пульт к этому устройству? Ведь у него, во-первых, есть Bluetooth пульт, видите, не удалось подключиться, что мы только не делали. Никакой Bluetooth пульт у нас есть, вот G20 BTS, он не захотел подключаться, то есть, ну, как-то так. Если что мы не пытались сделать, он не захотел подключиться. Мне нужен Bluetooth пульт для того, чтобы реализовать аэромышь. Опять же, резонный вопрос, мне скажут, так а что ты не купишь сюда аэромышь с донглом и не подключишь? А я вам рассказываю. Дело в том, что я уже перепробовал все, что только мог. Вот есть у меня пульт G20S Pro. Я включаю от него донгл в эту самую приставку. И что? Он не работает. Многие из вас скажут, это не рабочий пульт. Я его включаю в свой комп сейчас, и он прекрасно работает, и аэромышь в том числе. При этом мы пробовали подключить простую мышь через донгл рапу. Вот мы ее включили и получили то же самое. То есть моя рапушка здесь не работает. Здесь убрана полностью поддержка внешних пультов, кроме вот этого вот пресловутого Bluetooth пульта. Мы, конечно же, проведем все тесты с помощью аэромыши. Мы вышли из положения, мы подключили геймпад. Геймпады подключаются через Bluetooth отлично. То есть здесь урезан Bluetooth только на подключение геймпада и родного пульта. Но Nokia, бренды, что вы хотите. Короче, с этим уже становится все понятно. Давайте идем дальше в настроечки. В самих настройках устройства из каких-то примечательных вещей у нас есть раздел System и есть у нас режим низкого потребления энергии в спящем режиме. Это прикольный его режим, то есть вы не выключаете ТВ-бокс, вы его просто-напросто отсылаете в сон, и он там низко потребляет энергию. Поехали дальше. По звуку. Ну, конечно же, мы должны будем с вами включить все форматы звука, чтобы понять максимально, что он поддерживает. Тут как бы тоже вопросов нет. Лицензия есть, насчет DTS у меня вопрос. В хранилище у нас 8 гигов. Мы подключаем мой жесткий диск.
Не жесткий диск, а SSD. Но у меня, знаете, опять тоже возникла проблема. Как мы уже с вами видели, здесь стоит USB Type-C. Я думал, вот сейчас вот я подключу к нему Type-C хаб. Вот такой вот. Bezos или Baseos. Мы его подключаем, он светится, но через него ничего не работает. То есть, скорее всего, этот USB служит для каких-то определенных вещей, что в него подключать непонятно. Ну, обычно такое используют для OTG. Мы подключили наш жесткий диск, поехали дальше. Ну, Chromecast есть. Хорошо, давайте ради приличия мы на него сейчас обязательно попробуем Chromecast. Благо, мой смартфон поддерживает трансляцию именно экрана через технологию Chromecast. Nokia Streaming Box 8000. Поехали. Включается Chromecast. Chromecast поддерживается, пожалуйста, в полном объеме. Тут все плавненько, все красивенько. Все, мы можем Chromecast использовать. Отключаем нашу трансляцию. Отключили. Тут тоже, да, сертификат есть. Android TV с Chromecast. Ну, само собой, здесь есть заставка. И в разделе More мы видим хоть какие-то настройки. А в частности, разрешение экрана, где он поддерживает абсолютно все разрешения. От 480p. У него есть какие-то дроби. Вроде бы намекает на автофреймрейт. То есть здесь есть абсолютно правильные дробные разрешения. От 480p до 4К 60 Гц. Есть у нас профили управления цветности. Есть поддержка RGB. Для старых телевизоров хорошо подходит. Ну и можно у нас зумировать экран. Никаких меню, опций управления HDR нет. И это плохо. Первое, мы не можем отключить HDR, к слову, вообще. То есть он постоянно фигачит этот HDR, и мы даже не знаем, что с этим делать. Мы пробовали через Activity Launcher, мы нашли эти опции HDR спрятанные, и они не отключаются, что мы только не пробовали. Dolby Vision, само собой, не работает. Ну, короче, вот как-то так. Вот сделали, что сделали. Поехали дальше. В AIDA 64 мы видим производитель Sai Robotics. Я вам скажу сразу, это тот же производитель, который выпустил TiVo Stream 4K, пресловутый стик, у которого примерно похожие проблемы, но там хотя бы через Activity Launcher можно отключить Dolby Vision, который постоянно светит в глаза. Здесь отключить его невозможно. Этот HDR, по крайней мере, здесь не Dolby Vision светит, здесь HDR светит. Ну ладно, мы видим, что это аппаратура M-Logic, SAE 600NK, продукт 2/8, у нас есть Bluetooth, ну вроде бы все так, знаете, как у стандартных Android TV устройств. Теперь 1,9 ГГц, 4 ядра Cortex A55, S905X3 процессор. Ну, все вроде бы тоже нормально. За отображение отвечает Mali G31. Сеть у нас с хорошим коннектом, обязательно попробуем. 5 ГГц. И есть у нас, мы видим, что Android у нас 10. Это версия Android 10, не 9. Доступа к температуре у нас, конечно же, нет. И, ну, больше нам здесь смотреть нечего. В DRM Info мы видим, что это тот же... Что такое DRM Info? Простыми словами, это программа, которая показывает, какие сертификаты, грубо говоря, какие ключи есть в данном устройстве, потому что это же все-таки сертифицированный Android TV Box. Так вот, здесь есть Microsoft PlayReady DRM, Google Widevine L1, вот, пожалуйста, и есть у нас ClearKey от Google. Это говорит о том, что здесь, да, может быть сертификация Netflix, здесь могут работать нормально стриминговые сервисы, и здесь как бы вот вопросов со стримами не может быть. Некоторые спросят, что же там с AFRD, AFRD нет. То есть, само собой, здесь нет root прав, мы это обязаны вам показать. Как, в принципе, в диагностике Vimeo вы увидите всего лишь одно разрешение. Ну, нет здесь автофреймрейта ни в каком его проявлении. Как-то так Nokia решила не заморачиваться с этим. Теперь мы обязаны с вами провести тесты скорости сети. Тестируем 5 ГГц, подключенные к роутеру Xiaomi AX3600. Скорость отличная, для Wi-Fi 5 ГГц, больше 200 мегабит. Этого должно хватить для того, чтобы просматривать любой контент. С этим не спорим. Даже 211 на 327. Слушайте, ну здесь должен быть нормальный модуль. Скорее всего, нужно попробовать еще раз. 258 на 356. Идеально, просто идеально. Тестируем на 2.4. Получаем тоже очень неплохие показатели. Это вот пульс, это на MU-MO роутере на AX3600, это 2,4 ГГц, 180
184, 186, почти 190 мегабит. Но это идеальные, скажем так, лабораторные условия на очень хорошем роутере. И это максимум, который он может показать на 2.4. Я понимаю, что на более дешевых роутерах он может показать там, ну, меньше сотки. Это мы понимаем. Но то, что здесь крутой 2.4 ГГц модуль, это факт. Подключаем LAN RJ45, кабельный интернет, стартуем. А вот здесь фиаско, ребят. 100 мегабит. То есть вдумайтесь, в коробке за 100 евро, это больше 100 долларов, 100 мегабитный LAN. И я считаю, что это бред. Где 2.4 лучше, чем 100 мегабит. Ну, конечно же, ну, если мы включим логику, то, конечно, на стримбоксе 100 мегабит это и то много. Зачем там больше? Если там максимальный битрейт в YouTube или там в том же самом Netflix, он не будет более там 50 мегабит. Ну, ладно. Хорошо, получили, что получили. Выходим, смотрим дальше. Тротлинг-тест в данной коробке провести нет возможности. Абсолютно закрыты доступы ко всем датчикам, поэтому мы не будем на эту тему заморачиваться. Могу сказать единственное, что мы тестировали его в 3D Mark, и вот здесь нас очень сильно ошеломил тест. Почему? Потому что мы первый раз видим, давайте я вам сейчас покажу результаты. Я первый раз на своей практике вижу, чтобы S905X3 процессор набрал максимум в Ice Storm Unlimited. И плюс в Ice Storm Extreme он набрал действительно очень высокий балл, 5947. Это значит, что в данной коробке классная оптимизация для игровых возможностей. Например, постримить на нем можно. Действительно круто можно постримить с такой производительностью. То есть обычно 905X3 это, ну, знаете, уровень какой? 9000 баллов в Ice Storm Extreme, а максимум набирают S922X процессоры. То есть это очень мощные процессоры, шестиядерные, по 2,2 ГГц. Ну, это совсем разные вещи, при этом там Cortex A73 ядра. Поэтому вот этот результат нас действительно порадовал. В принципе, с какой-то системщины у нас все закончилось. Пробуем голос. Самый лучший фильм. Голос работает просто идеально. Вообще пультом пользоваться, ну, сплошное удовольствие. Действительно, не каждый день я вижу такой пульт. Там китайцы пытались какую-то хрень сделать размером с мою лучевую кость. Здесь как половина моей лучевой кисти. И пульт, вот, сами по себе материалы. Вот, ну, знаете, как говорит о премиальности. Если бы еще прошивку сделали отлично, то было бы очень даже круто. А так, поехали проверять мультимедиа возможности. Для начала мы пробуем проиграть Gemini Man 69 гигабайт. Это 4К HDR фильм в 60 FPS. Будем мы это все пробовать, ну не знаю, давайте попробуем в стандартном проигрывателе, как он его декодирует. Если здесь, скажем так, лицензии звука, Dolby Digital у нас заработал на этом фильме, сам фильм почему-то не воспроизводит. Не захотел он его декодировать на стоковом плеере. Выходим, пробуем его проиграть в Vimeo. Ну, тут в Vimeo медиаплеере как бы вообще все отлично. То есть 4К HDR 60 FPS фильм проигрывает без замечаний. Можем немножечко перемотать. Давайте куда-нибудь там подальше. И нас выкинуло. Вот она, оптимизация прошивки. То есть он проигрывает, получается, без перемотки. Ну, блин, ну как так, ребят, как так? Ладно, давайте мы сейчас попробуем еще в коде. Если в коде, допустим, все это листает, меня это устроит. Давайте попробуем звук. То есть то, что он жрет большие файлы, это хорошо. А то, что прошивка никакая, это абсолютно плохо. Возможности звука мы будем и пробовать в коде. Там, во-первых, видно сразу, что у нас он может выводить. Во-вторых, там будет более наглядно и удобно это все дело воспроизводить. И тут раз, и DTS у нас вроде бы что-то выдало. Dolby Digital Plus, Dolby Digital HD, вернее Dolby True HD я уже не вижу, но мы должны в этом удостовериться. Давайте пробуем. Dolby True HD сразу выводит как Dolby Digital Plus. А он вообще что-нибудь кроме Dolby Digital Plus выводит? Вот это вот интересно. Давайте, простой Dolby Digital, все в Dolby Digital Plus, все в Dolby Digital Plus. Вот так вот, то есть есть лицуха одна для Netflix и не более, больше нам ничего не надо, ничего не выводит. Давайте DTS пробуем, давай, все в Dolby Digital Plus. Вот интересная, да, штука? Интересная, классная. Все, ребят, с этим я буду завязывать, с тестами. Кстати, слушайте, давайте Gemini Man проиграем. Все-таки он даже его в постру не пробрасывает, поняли? То есть там не то, что лицензии нет, он даже его в постру не пробрасывает. Вот он стартанул, все в Dolby Digital Plus, при этом непонятно, какой звук выводит. Так, попробуем перемотать Gemini Man.
Давайте куда-нибудь подальше. Ну, 4К 60 FPS фильм, он, конечно же, воспроизводит. Все тут у меня вопросов нет. Но это все, что касается жесткого диска. Выходим, все. Что-то да может. Ну, это, по крайней мере, я так называю. Из мультимедиички, конечно, хочется еще посмотреть Netflix. Netflix действительно работает. Он работает, ну, как пишет, в HDR, но дело в том, что так как HDR постоянно, вообще понять, что здесь воспроизводит в HDR, непонятно. И 5.1 звук он поддерживает. Давайте воспроизведем что-нибудь с Netflix. Netflix поддерживает в максимальном качестве. Тут как бы тоже у меня вопросов нет, поэтому мы можем спокойно выходить из этого режима, скажем так. YouTube 4К HDR нормально работает. Вы сейчас, конечно, видите BT709 профиль, но мы его подключали к HDR телеку, он нормально выводит SMPTE 2084 BT2020 и VP9.2 работает. Но опять же тоже непонятно, правильный HDR, неправильный HDR, потому что он все равно отображает в HDR. Возможно, он, конечно, и метаданные выводят, но имеем, что имеем. То есть он вроде бы обрабатывает HDR YouTube, но определить, насколько правильный этот HDR, не представляется возможным, потому что весь интерфейс работает тоже в HDR. Ну и, конечно же, с IPTV у нас тоже вопросов нет. Мы тестируем это все на Омега ТВ, на HD каналах, на Full HD каналах. В принципе, для жителей Украины ссылочка на Омега ТВ и промокод на 100 гривен лежит в описании под видео. Прекрасный сервис, можете просто-напросто бесплатно месяцок попользовать его в максимальном пакете. То есть там дается 30 за регистрацию, соточка дается сверху по промокоду Технозон. Пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, просто попользовались, выкинули и все. Это такой подарок от меня для вас. IPTV работает отлично, но насколько можно сказать отлично? Дело в том, что вам придется ставить его на определенный, ну, мы поставили 1080p разрешение, 50 Гц, для того, чтобы у нас не было джодер эффекта. С IPTV у меня вопросов не возникло. Слушайте, ну остается мне проверить, стриминг мы уже с вами проверили, мы с вами проверили YouTube, остается проверить торренты. Я уже здесь смотрел большой куш и смотрел вот чужой на 54 гига. У меня как бы тоже вопросов к воспроизведению торрентов нет, но отсутствие автофреймрейта, оно настолько сильно напрягает и очень сильно обидно, что вроде бы дорогой бокс, классные премиальные материалы, хорошая сборка и достаточно стабильно работает, но как с этим жить, вообще непонятно. Я проигрываю через Kodi, потому что Vimeo здесь просто-напросто нормально не работает. Это трагедия. И опять же, все выводит в Dolby Digital Plus. С торрентами тоже у меня вопросов нет. Пусть немножко поиграет, посмотрим, когда стартовый буфер пройдет, и мы уже поймем с вами, что все с этим отлично. Отлично. Ребят, торрент тоже воспроизводит без замечаний. Можем выходить, и остается нам немножечко попробовать с вами игровые возможности. Провели же тест, увидели максимум. Ой, надо остановить наше проигрывание, останавливаем. Попробуем на очень тяжелой игре для Smart TV боксов Shadowguns Legends. И вот тут вот я столкнулся с проблемой того, что мой геймпад не заработал. Скорее всего, Nokia выпустит какой-то свой геймпад, потому что в меню геймпад работает, в играх нет. Это ситуация. То есть надо попробовать сейчас еще какую-то другую игру, но в Shadowguns Legends у нас уже вопрос. Все, висит наш геймпад, хотя вот в меню, пожалуйста, он работает, то есть я нажимаю. Подай мне, пожалуйста, сейчас мы попросим нашу помощницу, геймпад Apex. Попробуем вот такой вот геймпад, это Apex или Apex, как его называют, и знаете, это очень крутой геймпад. И он, по идее, совместим и с NVIDIA Shield, и со всей, скажем так, братьей. Отключаем IPEGу, это у меня такая походная IPEGа для мобильного телефона была, и добавляем новое устройство. Есть Apex найден, и опять у нас какие-то моменты с подключениями. Ох, ребятки, Nokia. Нифига, не коннектит. С Apex тоже не коннектит. Ну, какая-то прям трагедия, слушайте. Я вот, знаете, это вот подозрение. Дайте мне еще GameSear, пожалуйста. Мне кажется, что просто-напросто Nokia действительно развивает свою экосистему, и мы увидим геймпады уже немножко позже. То есть они создали, сейчас вот мне несут, смотрите, G4 Pro, это GameSear. Вот он точно совместим с NVIDIA Shield, с Android TV устройствами. Давайте открываем GameSear. Включили, он у нас моргаем, нажимаем добавить устройство, GameSear найден, вот смотрите,
GameSir G4 Pro найден, пытаемся подключиться. Не удалось подключиться. То есть что это? Он подключился с дешевой ипегой, и как-то на ней еще мне удалось получить мышку. Все, больше никак он не работает. Ну как так? Объясните мне, пожалуйста. Все, ну нет, не хочет. Сейчас попробую в другом режиме. Но на Apex видит. G4 Pro вообще не видит даже в другом режиме. Как-то вот, ну, совсем плохо. Зачем так? Нифига, не хочет. Ну, пробуем еще один режим. Не видит. Ну, Pro контроллер. Давайте Pro контроллер попробуем. Подключение. О! Что-то подключилось. То, что управлять приставкой нельзя, но может он в режиме будет работать самого геймпада. Пробуем Shadow Guns. Нажмите А. Нифига. Не, ребят, не работает. Выходим, резюмируем данный ТВ-бокс. В качестве резюме скажу, что я очень сильно расстроился из-за этого ТВ-бокса. Почему? Потому что ожидал одно, получил совсем другое и не в самого лучшего качества прошивка. То есть это обыкновенный SAI Robotics, обыкновенный OEM, который они заказали в Китае. И я так понимаю, что над прошивками работать здесь никто просто-напросто не будет, потому что я знаю этого производителя на примере TIVA Stream 4K, ну там хоть как-то работают над прошивками, то здесь вы можете забыть. Я считаю, что этот бокс бесперспективный в плане ТВ-бокса строения. Это будет самый обыкновенный, безликий ТВ-бокс, которых тысячи на рынке. Ребят, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Ну а мы его, конечно же, не советуем к приобретению. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.